Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам показать коллекцию пластмассовых индейцев и зверей, которые раньше изготавливались в ГДР и были у каждого ребенка Советского Союза. Здесь небольшой набор, который я нашел в своей антресоле. Может, кому-то будет интересно. Итак, верблюд одногорбный. Игрушка сделана из хорошего пластика. Как видите, все детали хорошо прорисованы. Следующая игрушка — это двугорбный верблюд. Принадлежит к тому же набору животных, сделано в ГДР во времена СССР. Все данные игрушки очень приятны на ощупь, ничего им с годами не делается. Очень удивляет, конечно, объемность и прорисовывание мелких деталей. Следующая игрушка — это пантера. Она чуть меньше размером, чем две предыдущие. Сделана из черного пластика. Эта игрушка, как и все игрушки с животными, которые делались в ГДР, без подставок. То есть ставится она на лапки. Достаточно устойчивая. В детстве было замечательно играть в такие штучки. Современным детям это, конечно, уже не интересно. А дети СССР очень ценили данные вещи. Следующая игрушка — это антилопа. Или олененок, я не знаю. Я называю это антилопой. Из коричневой пластмассы. Вот такой вот личик у нее. Глазки черным сделаны. Следующая игрушка — это обезьяна со своей маленькой обезьянкой из черного пластика. Достаточно забавная игрушка. Также без подставки устанавливается на лапу. Глаза белого цвета. Вот у детеныша, как видите, один глаз остался, один все-таки стерся со временем. Дальше покажу набор индейцев. Я так понимаю, что у меня сохранились два абсолютно одинаковых набора. Это всем известные пластиковые индейцы, которые, наверное, действительно были у каждого ребенка в Советском Союзе. У меня вот только пластмассовые остались. Еще были резиновые, но не знаю, куда они делись. Возможно, какому-то ребенку подарил в свое время. Это индеец с копьем. Все индейцы уже с подставочками делались. На ногах они стоять, конечно, не могут на собственных. Тут также очень хорошо прорисованы все детали. Весьма необычные солдатики для времен Советского Союза. Это индеец с топором, ну или с томагавком, я не знаю, как это правильно. В детстве этот предмет называли томагавком, хотя, возможно, это что-то другое. Это самый плоский из всех индейцев в наборе. Наверное, самый некрасивый. Следующий индеец — это, в детстве мы его называли борцом. У него ножик висит
Но дерется он якобы голыми руками здесь. Такая весьма забавная фигурка. Такое достаточно страшненькое лицо у него. Ну и замечательный ирокез. Следующая — это фигурка вождя племени из данного набора. Это можно судить потому, что у него перья на голове, почти как корона одета, и рука поднятая вверх. То есть отдает какую-то команду. В левой руке держит копье. И следующая фигурка — это индеец с винтовкой. Достаточно занятная фигура. В свое время она ценилась в этом наборе достаточно высоко у детей, поскольку, пожалуй, единственный индеец, у которого есть оружие. Не знаю, как это влияло на игру. Солдатики, как правило, не столько играли, сколько их просто коллекционировали. У него обруч какой-то на голове, чтобы волосы целиться не мешали. Ну, в общем-то, на этом и весь наборчик. Если понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. Думаю, это будет видео интересно тем, кто жил во времена СССР. Молодым вряд ли оно понравится. Все, всем удачи. Спасибо за внимание.